Глава 1. Любовь – это материя. В комнате, где пыль лежала на полках, как застывшие воспоминания, тускло мерцала старая настольная лампа. Ее свет дрожал, будто боялся того, кто сидел за столом. Фигура в темном халате, с серебром в волосах и упрямым огоньком в глазах, медленно перелистывала потрепанную кожаную книгу. Страницы хрустели, словно сопротивляясь прикосновениям. На одном из разворотов – почти завершенная формула. Компоненты. Память, гнев, привязанность. Всего 29, собранных в особом порядке. Это была шаманская алхимия, не просто смесь, а древний язык, где каждое слово – вещество. Но чего-то не хватало. На полях аккуратной рукой было выведено «чистый демон», и рядом торопливо выведен странный знак, то ли недописанный круг, то ли полумесяц с разрывом. Что это значило? Каждый раз, когда он читал эти слова, в них звучало что-то неуловимое. Неназванный 30-й то ли никогда не явился в этот мир, то ли был стерт из памяти. И ниже, как итог, как приговор, истинное чувство нельзя создать без жертв. Большим пальцем он щелкнул тумблер диктофона. Голос прозвучал глухо, почти шепотом. Эксперимент 35. Формула стабильна, 29 синтезированы. Последнего нет. Без него реакция не завершается. Катализатор активен, но формула распадается через 3 часа 47 минут. Это не зелье. Это лишь имитация. А мне нужна любовь. Настоящая. Силуэт сделал паузу, провел пальцем по краю страницы. Привязанность вспыхивает быстро, но гаснет. Окситоцин лишь греет, а серотонин путает любовь с привычкой. Взгляд поднялся к сосуду, где над густой кроваво-алой жидкостью поднимались клубы пара. За спиной на стенах выжженные руны. На полу – круг. Старые зубы, пепел трав и 29 связок, каждая с каплей засохшей крови. Как будто кто-то собирал их не один год. Но 30-й не было. Но 30-я сорвалось с его губ. Она не из мира веществ. Она в центре круга. Свет, без которого все остальное распадается. Зеркало поймало взгляд. Отражение замешкалось на миг. Тень за столом скривила губы в усмешке. Щелкнул диктофон. Цель подтверждена. Объект. Женщина средних лет. Номер 28. Переход к стадии наблюдения. Пальцы на мгновение задержались на кнопке выключения. Диктофон уже тянули убрать, но движение замерло. Щелк, снова запись. Коротким, решительным жестом и тихим, надломленным тоном добавилось. П.С. Любовь. Настоящая. Выдувается, как мыльный пузырь. Красивая, хрупкая, обреченная. Гаснет от взгляда, в котором стало слишком спокойно. Но моя любовь не пузырь. Она формула. Материя, собранная капля за каплей. Колебания ей чужды, ошибки невозможны. Предательство исключено. Свобода вычеркнута. Остается лишь суть. Вечная, как камень. Мое создание почти готово. Щелкнул тумблер. Тишина поглотила звук. И вместе с ним остановилось дыхание комнаты. Они ехали всю ночь. Колеса шуршали по мокрому асфальту сквозь туман, стелящийся вдоль океанского побережья, как дыхание чего-то древнего. Раннее утро было тусклым. Серое небо, лужи на дороге отражали свет фар, будто осколки разбитых зеркал. Мир казался зыбким, нереальным, как сон, из которого нельзя повернуть назад. Оставался только один путь – вперед. Лили сидела за рулем. Из стареньких динамиков неуверенно пробивалась кантри-музыка. Сзади профессор Лукас похрапывал в неудобной позе. Затекший, перекошенный, будто его кто-то специально скрутил для экспозиции. Генри, устроившийся спереди, прижимался лбом к запотевшему стеклу, будто во сне искал выход из тумана. Со стоном Лукас зашевелился, зевнул, потянулся и схватился за икры. Господи, позвоночник. Кажется, я официально эволюционировал обратно, в окаменелость. Приоткрыв глаза, он ткнул пальцем в мутное окно, где проплывали деревья и фонари. «Где мы?» – сипло спросил он. «Почти на месте», – ответила Лили. На обочине мелькнул указатель. «Мыс проклятых». Белая стрелка на фоне блеклого рассвета. «Что?» Лукас дернулся на сиденье. Его вскрик был таким громким, что Генри со стоном распахнул глаза. «И чего так орать? Люди вообще-то спят», – пробурчал он, снова закрываясь руками. «Ну, мыс проклятых». «И что?» – добавил он сквозь зевок. «Таких тьма кругом. Хоть каждый месяц открывай новый проклятый чего-нибудь. Без разницы.
Как что? Да про него же писали в газетах. Городишко забытый, мрачный, жуткий до дрожи. Его даже в каком-то кино снимали. Там и без декораций все готово для ужастиков. Журналисты толпами туда бегали. «И что?» – пробурчал Генри, не открывая глаз. «Ну, там же маньяк был. Вы что, не слышали? Не просто какой-то очередной сумасшедший, а с навязчивой идеей. Ему даже прозвище дали. Сейчас... Химик? Нет, алхимик. У него все на формулах строилось, жертвы, мистика, полный бред. Я не помню всех деталей, врать не буду, но... Жертв было много. Даже не знаю, поймали его или нет». «Бррр, аж мурашки!» Лукас выпрямился, вдавил очки в переносицу и с надеждой пискнул. «Мы ведь туда не едем. Просто... мимо?» Лили, не отрывая взгляда от дороги, бросила через плечо. «Тут вы не угадали, профессор. Наша цель – именно это городишко». «О боже!» – простонал Лукас, откидываясь назад. «Мы же только-только вырвались из той психушки. Я, между прочим, сам себя гипнотизировал. Это реально жесть была. Все пошло к чертям». Лили повернула голову, ухмыльнулась. «Так в этом и был план. Вы что, не поняли?» «К черту план?» Сработал идеально. Она снова уставилась на дорогу и добавила уже тише, спокойнее. «Все нормально, профессор. Не паникуйте. Все, что нужно, я узнала от мужа. Мы на правильном пути. Я это чувствую». Лукас заметил у ее ног мешочек с сушеными травами. Горьковатый запах полыни висел в воздухе. «Опять со своими корешками?» – хмыкнул он. «Думаешь, трава решит то, с чем врачи не могут справиться?» «Лукас, вы же профессор ботаники», – резко бросила Лили. «Так уж вы должны знать, для Земли нет ничего невозможного». «Нет!» – обиженно взвился Лукас. «Во-первых, я специалист по ретроспективной биоморфной реконструкции мезозойской фитобиоты на основе стратифицированных фитолитов, а не какой-нибудь там травник». «Да один черт», – буркнул Генри. «Профессор, прекратите. Каждый раз, когда вы это выговариваете, уши вянут». «Хочется громкость убавить», – скривился он, прикрывая уши. «Ну правда, профессор. Хватит уже». «Во-вторых», – не унимался Лукас, подняв палец, как на лекции. «Это надолго», – вздохнул Генри, и, покосившись на Лили, театрально продолжил. «Хоть бери и вычеркивай из словаря слово «растение». Ну хоть раз бы доехали спокойно. Без лекций». «Не перебивайте», – Лукас вдруг заговорил тише. «То, что было, не просто растение. Это был язык. Заклинание, целый код. Миллионы лет назад каждый лист знал свою роль. А теперь тишина. Пустота. Больше нет ни буквы, ни синтаксиса, только шум». Лили не отвела взгляда от дороги. Голос ее был твердым и тихим. «И вообще, врачи ошибаются, Земля нет. Она дает то, что нужно. Но только если ее хорошо попросить». Генри приподнялся, протер запотевшее стекло и усмехнулся. «Удобно верить в Землю. Она всегда молчит. Можно вложить в нее любые басни». «Ну ладно, не будем о грустном», – сказал он уже спокойнее и достал потрепанный блокнот с зацветшей матерчатой обложкой. Быстро развязал тесемку, схватил закладку и открыл нужную страницу. Так, будто делал это каждый день. Профессор оживился, подался вперед, глаза вспыхнули. «Вот оно. Первокод природы». Он перегнулся ближе к блокноту. На странице был рисунок растения. Схематичный, но четкий. Вот о чем я. Лист, буква, стебель, синтаксис, соцветие, алгоритм. Это не трава, нет. Это живая программа. С ее помощью можно переписать мир. От начала и до конца. Она существует. И я ее найду. Даже если придется сварить мой самый ненавистный суп из одуванчиков. «Фу, гадость!» – пробурчал Генри, отворачиваясь к окну. Лили вздохнула, покачала головой. «Ну, хоть с самоиронией у вас порядок, профессор. Осталось найти порядок в голове». Генри усмехнулся, крутя в пальцах медальон со стертым узором. «Миры, зелья, коды. Все это звучит как базарные сказки. Переписать мир травой? Бред». Лили сжала руль так сильно, что костяшки побелели. «И все же», – пробормотала она, – «иногда легенды упрямее фактов». Лукас поймал ее взгляд в зеркале и тихо добавил. «Вот именно. Легенды не случайны». Генри резко поднял глаза.
Голос стал жестким, без привычной иронии. «У тебя же муж в коме, Лили». Он даже не сказал, что значит этот знак на его ладони. И как он может помочь нам? Он выдержал паузу, всматриваясь в нее. Так как мы вообще можем быть уверены, что идем по правильному пути? Лили глубоко вдохнула, надавила на газ. Он и не должен был. Я не знаю как, но я верю в это. И оно кричит. Это единственный путь. Лукас кивнул, глаза вспыхнули. Интуиция – это подсознание, которое складывает пазл раньше сознания. Иногда оно точнее самой науки. Генри приподнял бровь, скривил губы в усмешке. Странно слышать все это от вас. Наука и мистицизм в одной голове. Не мешают друг другу? Он перевел взгляд на Лили, усмешка стала шире. А я вот прямо сейчас наблюдаю, обо что ваш научный подход так быстро разбился вдребезги. Лукас вспыхнул, отвел глаза в окно. На секунду он хотел что-то возразить, но так и не нашел слов. Генри ухмыльнулся шире с ленивой иронией. Чудесно. Один верит в землю, другой – в ощущения. Он откинулся на сиденье, прикрыл глаза и добавил, будто вполголоса себе. А мне остается верить в здравый смысл. Пауза. Который, похоже, вышел из этой машины на последней заправке. И, кажется, хлопнул дверью. Машина медленно въехала в пределы города. Туман, густой как молоко, ложился на фары, гасил их свет, превращая все вокруг в зыбкое полусонное марево. На въезде висела старая табличка с выцветшей надписью. «Добро пожаловать в Крейвен-Бэй. Население...» Дальше цифры были сорваны ветром. И тут они увидели его. Посреди дороги в обнимку с туманом застыл человек в изношенном плаще. В руке ржавое копье. На груди тяжелый пузатый чайник, будто вросший ремнем в тело. Глаза скрывала повязка из некогда белого, ныне пыльного платка. Он стоял, будто прирос к земле и растворяясь в тумане. Издалека просто силуэт. Вблизи человек без времени на лице. «Тормози», – прошептал Лукас, и Лили резко нажала на тормоз. Машина остановилась в 2 метрах от странного силуэта. Тот поднял копье не угрожающе, а как бы по-ритуальному, перекрестив им дорогу. Лукас дернул окно и, высунувшись, выкрикнул срывающимся голосом. «Эй, старик, уйди с дороги, а то ненароком собьем». «Вы пересекли черту?» – прохрипел он. Голос был как ржавчина, въедающаяся в уши. «Ваше будущее осталось позади. Ваше прошлое ждет впереди. Она все еще ищет». Он склонился ближе, лицо почти уперлось в стекло. Глаз под платком не было видно, но Генри ощутил взгляд. Тяжелый, чужой, будто пробрался внутрь. «Она уже заметила вас», – прошептал старик. «Теперь она вас ведет». Чайник на его груди вздрогнул и зашипел, выпустив струю ядовито-зеленого пара. Запах ворвался в салон, резкий, густой, едкий. Генри закашлялся, прижав рукав к лицу. «Что за дьявольский чай там?» Лили вдруг замерла, не дышала. Лукас, морщась, вдохнул глубже, будто пробуя на вкус. Полынь, немного болиголова. И что-то еще. Он вдруг побледнел. «А это точно чай?» «Господи!» – заскулил он, съеживаясь. «Я же говорил, не надо было сюда ехать. Моя подворотня казалась мне страшной. А тут хуже любого ужастика». Он замолчал, мельком взглянув на старика, все еще застывшего посреди дороги, как памятник чьему-то безумию. «Ну что ж», – пробормотал Лукас, – «если это и не сам серийный убийца, то за его подельника он вполне сойдет. Я бы не хотел встретить его больше вообще». Лили молча объехала странного старика. Тот даже не шелохнулся. Она лишь на миг задержала взгляд. В этой фигуре, сутулой, с копьем, с чайником на груди, было что-то слишком знакомое. Словно из воспоминания, затертого годами. Но Лили ничего не сказала. Ни слова. Только крутанула руль чуть резче. «Окей», – бросила она. «Двигаемся», не отрывая взгляда от дороги. На обочине торчал перекошенный дорожный знак. «Мыс проклятых. 2 километра». Чуть дальше – старый киоск с выцветшими газетами за запотевшим стеклом. На витрине – заголовок «Последний выпуск». А на месте даты – лишь размытые пятна, будто время попыталось переписать себя, но рассыпалось на атомы. Лили выключила радио. Музыка стихла, и в салоне стало по-настоящему тихо. И начали прислушиваться к нарастающей тишине вокруг.
Они свернули на главную улицу. Здесь было еще мертвее. Ни одной машины, ни души. Только редкие желтые фонари, мигающие, как лампочки в забытом подвале. «Нам сюда», – тихо сказала Лили, поворачивая на узкую дорогу. «Я помню эту улицу. Я уже была здесь. Кажется». Она говорила это вслух, но больше самой себе, словно пытаясь убедить, что знает, где они. Дом, к которому они подъехали, был двухэтажным, с облупившейся вывеской, болтающейся на одном ржавом гвозде. Отель 29,5 шаманов. Генри молча выглянул из окна. Щелкнул пальцами, по привычке, когда что-то шло не так. «Да, отель уровня. Смотри, случайно не вселись. Похоже, ни одной звезды с неба так и не упало. Ни разу. Фасад давно не знал краски, пара окон были заколочены. В одном занавеска дрогнула, от сквозняка. Или чего похуже. Сам дом был странной формы, почти правильным кругом, будто кто-то строил его не для людей, а для ритуала. Стены шли плавно, замыкаясь в кольцо, словно обводя невидимый центр. Дверь слегка приоткрыта, как будто кто-то вошел, но так уже и не вышел. «Это точно хорошая идея», – пробормотал профессор, уставившись на здание. «Кажется, я уже жалею, что вообще проснулся». «Ну все, началось», – буркнул Генри, выглядывая из машины. «Только скажите честно, это та самая гостиница? Где жил? Или приносил жертвы ваш химик?» «Алхимик», – поправил его Лукас. «Алхимик, химик. Какая разница?» – фыркнул Генри. «100% какой-то местный псих. Сразу говорю, в это ваше шаманство я не верю. Все эти байки мрачных городишек придуманы для туристов, чтобы щекотать нервы». Он хмыкнул и прищурился. «Но, судя по форме дома, кто-то тут явно перестарался с бубнами вокруг костра». Лили молча посмотрела на него и не ответила. «Да ладно», – выдохнул Лукас. «Мы же не будем тут останавливаться. Я точно помню. Именно это здание было на главной странице той старой газетенки. Та самая история, где люди пропадали или сходили с ума». Он замахал руками, словно отгонял саму мысль. Это как в тех фильмах, где герои знают, что там призраки, но все равно идут внутрь. Только мы-то не киношные идиоты. Мы интеллигентные, образованные люди. Мы не полезем в логово сумасшедших алхимиков. Найдем другую гостиницу, или на худой конец в машине заночуем. Я туда не пойду». Он оглянулся на отель и невольно шагнул назад, будто здание втягивало его в себя. В небе вспыхнула молния, гром рванул небосвод, с туч хлынул дождь. Крупные капли застучали по крыше и капоту, будто кто-то торопил с решением. «Отлично», – простонал Лукас. «Атмосфера готова, тучи подвезли». Скулёж включился, по умолчанию. Он отступил, указывая на вход. «Я вас умоляю. Но мы же здравомыслящие люди. Мы же не пойдем. Смотреть на это! Вы не заставите меня туда войти». «Профессор», – спокойно, но с нажимом сказала Лили. «Вы же хотите найти свой драгоценный сорняк и доказать, что вы не трепло в своем научном мире?» «Это не сорняк», – вскинулся Лукас, пальцы сжались в кулаки. «И не лжец я. Это первокод природы. Это смысл. Это то, что изменит все». «Ну так докажите. Покажите. Сначала себе. Но ночевать в этой дыре среди теней и шизофрении я лучше в машине». «В машине?» – прищурилась Лили. «А вы ту газетенку вообще читали? Там, может, и было фото отеля. Да. Но жертвы были раскиданы по всему городку». Она повернулась чуть к окну, не меняя тона. «И никто так и не доказал, что все это дело рук одного человека. Может, они вообще сами того. А потом байку сочинили. Для туристов. Чтобы заработать». Она сделала паузу, голос стал хрипловатым. «Кто вообще сказал, что в машине безопаснее?» Лукас приоткрыл рот, но она не дала вставить. «Это не отпуск на Занзибар. Мы не отдыхаем». Она чуть подалась вперед, будто смотрела сквозь них. «Хотите что-то изменить? Начните с себя. Придется напрячься. Переступить через страх, через свою сущность. Мгновение, и совсем тихо, почти сдавленно. И сделать это сейчас». Он замер. Дождь стекал по его очкам. Он выдохнул. «Это не сорняк. Это карма какая-то». И поплелся следом. «Итак?» «Стоп.
«А кто вы вообще для меня?» – нахмурилась Лили. «Нам нужны легенды». Она на секунду задумалась, потом добавила. «Нет, не те, что вы подумали. Для вас кто вы? Меня, если не забыли, там еще помнят. А вас?» Она металась взглядом, словно искала ответ где-то в воздухе между молниями. Перед входом она остановилась и оглянулась. Гром гнал прохожих по домам. Улица пустела, оставляя их троих под шепот дождя. «У меня есть варианты», – повела плечом. «Слушайте. В больнице, когда я сидела с мужем, ко мне подошел один малохольный практикант. Заявил, что умеет выводить людей из комы с помощью гипноза. Звучал как гадалка. То ли шарлатан, то ли правда что-то умел. Я ему сразу: «Брысь, мне не до тебя». Это один. Второй вечерами кружил вокруг, на кофе звал. Странный. Улыбка до ушей, а глаза стеклянные. Пихал мне страховку на жизнь. Ненавижу этих улыбчивых прыщей в костюмах. Все равно думают, как бы меньше заплатить. Она резко подытожила. В общем, план такой. Лили ткнула пальцем в Лукаса. «Ты профессор. По гипнозу. Пытался вывести моего мужа из комы. Так я ж... Это... один раз было. И случайно. Сам себя загипнотизировал», – замялся Лукас. «Но опыт есть, выходит». «Вот и отлично», – отрезала Лили. «Подходит». Затем она повернулась к Генри. «А ты мой страховщик. Приехал проверить бумаги». «Ой, откуда ты это берешь?» – фыркнул Генри. «Хотел, не поступил». «Значит, почти юрист», – бросила она. «Почти. Уже достаточно. Тут никто и не поймет. Разве что в справочнике найдут. Если сильно захотят». Она шагнула к двери и обернулась на полусловие. «Если кто-то спросит, молчите, просто кивайте, даже если я понесу полную оккультную чушь». Генри приоткрыл рот, будто хотел уточнить. «Без вопросов», – снова перебила Лили. «Если узнают, зачем мы приехали, тогда уже сами будете звать алхимика на помощь. Я могу говорить странности. Вы просто кивайте, понятно?» Она секунду смотрела на них, убедилась, что оба молчат, и кивнула. Лили толкнула дверь гостиницы, та распахнулась со скрипом, будто старик с трудом выпрямил спину и ворчливо пробормотал. «Чего приперлись?» Внутри раскинулся холл на 2 этажа. Было темно, словно отель долго спал, и только сейчас его кто-то толкнул в бок. Он приоткрыл глаза и впустил в свой сон придорожных призраков. Тусклый свет сочился из редких ламп, едва живых, словно дрожащие свечи в забытом храме. Темное лакированное дерево поблескивало, будто впитало в себя годы, а перила вдоль стен тянулись, как иссохшие жилы. Коридоры петляли кольцом, увлекая взгляд в пустоту. «Господи!» – Лукас прикрыл рот ладонью. «Я лучше в любой подворотне, хоть с крысами, но не здесь». Запах ударил в нос, едкий, аптечный, будто время забыло открытые склянки с полынью, хлоркой и настойкой валерианы. «Ну точно логово химика!» – буркнул Генри, сморщившись. «Запах прямо его берлоги». Да, профессор, впервые, пожалуй, соглашусь с вами. Тут и правда чертовщина. Чего мы сюда полезли? Может, ну его, заночуем с крысами? Здесь же мрак, хоть глаз выколи». «Тсс», – Лукас подался вперед, поправляя очки. «Во-первых, не химика, а алхимика. А во-вторых, тише. Некоторые здания имеют уши. И память похлеще нашей». «Здание?» – Лили прищурилась. «Или она?» И кивнула на стойку. Глаза постепенно привыкали к полумраку. Сначала это казалось игрой теней, силуэтом, вылепленным светом. Но чем дольше они вглядывались, тем явственнее становилось. Он смотрит в ответ. За стойкой стояла фигура. То ли женщина, то ли нечто. Волосы стянуты в строгий узел, платье старомодное, почти монашеское. Слишком вытянутое, слишком неподвижное. Будто ее скрутило временем и прибило к месту навсегда. От скрипа половиц тень дрогнула и обернулась. «Тетя Золя!» – выдохнула Лили. Генри и Лукас переглянулись. На миг воздух застыл, а потом лицо у стойки вдруг озарилось радостью. «Боже мой, Лили! Какими судьбами?» Она выскочила из-за стойки с сияющей улыбкой. «Эй, народ! Посмотрите, кто к нам приехал! Мария! Майкл! Где вы там?» Ее голос разлетелся по всей гостинице, подгоняя эхо в пустых коридорах. На лестнице замерли 2 фигуры. Один тут же бросился вниз, перескакивая через ступеньки, и, не сдержавшись, обхватил Лили в крепких объятиях.
«Лил!» Выдохнул он так искренне, что даже у Генри что-то дрогнуло внутри. Это был мужчина лет 35, короткая стрижка, открытое лицо, легкая небритость и несвоевременная седина. Видно было. Он следил за собой, но без фанатизма. «Я думал, ты уже никогда не вернешься», — сказал он, все еще держась за ее плечи. С тех пор многое изменилось. «А ты все такой же, Майкл», — мягко ответила Лили, чуть отстраняясь. «Только серьезнее стал. И глаза у тебя совсем другие. Будто они устали и не на этой планете». Он чуть усмехнулся, пытаясь разрядить паузу. «Да ладно, не нагнетай, Лил. Наверное, потому что я тебя ждал», — добавил он уже спокойнее. «Мария!» — вдруг окликнула Золя наверх. «Спускайся уже, не строй из себя местное привидение. У нас гости». Наверху что-то ворчливо зашевелилось, послышалось шуршание. Затем донесся хрипловатый голос. О боже. Радость в дверь вошла, а за ней беда пришла. На лестнице мелькнула тень, шаркающая походка, и фигура тут же скрылась в темноте. Генри и Лукас стояли чуть в стороне, оба напряженные и в легком замешательстве. Генри наклонился к Лукасу и прошептал. «Это вообще нормально?» «Не уверен», – также шепотом ответил Лукас. «Такое ощущение, будто мы попали в сериал, где уже идет 3-й сезон, а нам забыли показать первые 2. «Какими судьбами?» – не отпускал Лили Майкл, засыпая ее вопросами. «Ты надолго? Почему не писала? Что случилось?» «Ну...» Лили попыталась мягко вырваться, но Майкл держал ее крепко, словно боялся отпустить хоть на миг. Генри и Лукас снова переглянулись. В этот момент тетя Золя с легкой улыбкой вмешалась, разрезав неловкость. «Дайте девочке хоть вдохнуть», – сказала она. И, взяв Лили под руку, повела ее к небольшому диванчику. «Ну что, рассказывай. С чем пожаловали?» Она села рядом и, бросив взгляд на спутников Лили, спросила с легкой хитринкой. «А это... твои?» «Да», – кивнула Лили. «Это профессор Лукас. Он... гипнолог». Лукас вздрогнул, кашлянул в кулак и нервно поправил очки. «Угу. Ну, в какой-то мере да. Я... умею смотреть в суть». Голос его выдал одновременно скромность и попытку соответствовать заявленному статусу. «А это Генри», – продолжила Лили, слегка понижая голос, как будто делится чем-то личным. «Он помогает со страховкой». «По мужу», – добавила она с тонкой грустью во взгляде. «Там сложное дело». Генри чуть склонил голову и сдвинул брови в официальную позу, словно переключился в режим «деловой визит». «Юрист. Страховое право. Частично наследственное». Помолчал и добавил уже тише. «Иногда с элементами необычного, но в рамках законодательства». «Профессор», – протянула тетя Золя с прищуром. «Ну надо же. У нас таких гостей днем с огнем не сыщешь. Сочтем за честь». Она хлопнула ладонью по подушке рядом с собой. «Присаживайтесь, не стойте, будто в музее. У нас тут не прием у губернатора, а теплый дом, пока не докажет обратное», – добавила с фирменной полуулыбкой. Профессор тут же слегка поклонился, как истинный джентльмен. Весьма польщен. Щеки его при этом вспыхнули легким смущенным румянцем. Все начали рассаживаться. Генри и Лукас устроились напротив, на стулья, как 2 примерных студента на скучной лекции, а Майкл остался стоять рядом с Лили. Напряженный, будто боялся. Стоит ему моргнуть, и она исчезнет, как мираж. И вдруг заскрипела входная дверь. В проеме сверкнула молния, на миг разорвав небо пополам, будто сама дверь стала щелью между мирами. На пороге возник он. Тот самый человек из тумана, видение, будто вырвавшееся из преисподней. Мокрый с головы до пят, с груди его покачивался пузатый чайник, блестящий от капель. Из горлышка струился пар, словно сам чайник дышал. На лбу бледный шрам, как напоминание, стертое временем или огнем. В одной руке ржавое копье. Двигаясь всем телом, он отряхивал воду с накидки, больше похожей на оборванную судьбой мантию, и издавал энергичное «брррр», словно мокрый пес после ливня. Он медленно двинулся в холл, половицы под его шагами кряхтели. Дойдя до центра комнаты, странник остановился, тяжело оперся на тупое копье и трижды коротко ударил им о пол. Резко, будто ритуал. Он запрокинул голову и заговорил. «Луна видит вас», – глухо произнес он, – «и готова дать имена». Лукас, съежившись на стуле, бросил тревожный взгляд на Золю и наклонился вперед. «Кто он вообще такой? Какая еще луна видит?»
Сейчас же утро». Тетя Золя, будто это было самое обычное утро, спокойно ответила: «Это хозяин. А с ним его неразлучный спутник, чайник по имени Занебю». Лукас побледнел, очки съехали на кончик носа. «О боже. Ну все, я пошел вещи собирать». «Стоп. Какие вещи? Мы же еще даже не вселились». «Тише», – произнесла Золя так спокойно, будто речь шла о пустяке. Она оглядела гостей и добавила с легкой усмешкой: «Не переживайте. Он всем дает имена. Подыграйте ему. И все». Хозяин на секунду остановился, провел рукой за голову и подтянул повязку на затылке чуть туже, будто готовился к битве. Первой была Лили. Хозяин подошел к ней. Он провел пальцами от ее лба к губам, будто считывал невидимую карту, и на миг застыл. То ли для пафоса, то ли и вправду, входя в транс, прислушиваясь к той глыбе в небе. Голос его стал глубоким, с отголоском древнего хора. «Луна нарекает тебя штормом на голове. Вихрь живет в твоих волосах, а сердце твое откроет врата. Да услышит тебя лес, и лес пробудится в тебе». Лили, едва сдерживая смешок, склонила голову, принимая посвящение, сказав: «Окей». Вторым оказался Генри. Хозяин повернулся к нему. Тот напрягся, вцепился в край стула, будто в щит. Сдвинул брови, готовясь к атаке. Хозяин легко коснулся его лба и груди. «Ты будешь бубен в разукрашенной маске, с юбкой, что помнит больше, чем ты сам, и бубном, который громче твоих мыслей. Ты хочешь быть кем-то, но каждый раз выбираешь быть никем, потому что так тише, так проще, так не больно». Генри хмурился, но промолчал, ощущая в странных словах что-то безболезненное, но верное. И последним настал черед Лукаса. Хозяин повернулся к нему. Тот в отчаянии пытался за секунду принять сразу несколько поз, чтобы выглядеть уверенным, но в итоге лишь выдал собственную панику. «Я в порядке, правда? Спасибо. Не беспокойтесь обо мне», – пробормотал он. Хозяин склонил голову, печально улыбнулся и подошел ближе. Он провел рукой по лбу и груди Лукаса. «Ты. Хвост мудрости в очках. С глазами, что видят дальше, чем нужно, и хвостом, который шевелится всякий раз, когда душа хочет сказать правду. И твой хвост. Теперь твой компас». Лукас раскрыл рот, потом снова закрыл. Наконец тихо спросил: «Простите? Хвост что?» «Компас», – серьезно ответил хозяин. «Верь ему, как веришь в фотосинтез». Лукас моргнул, будто его ударили этим словом по лбу. «Фотосинтез?» – пробормотал он, хватаясь за очки. «Простите, но фотосинтез – это биохимический процесс, а не вопрос веры». «Вот именно», – добавил хозяин спокойно. Лили прыснула со смеху. Лукаса с хвостом и правда интересно было бы представить. «Но фотосинтез», – упрямо повторил Лукас, разводя руками. «Причем он тут?» Хозяин отступил на шаг, будто исполнив свой долг. Чайник у него на груди зашипел, словно одобрил лунные имена. Золя, не теряя привычной бодрости, махнула рукой. «Ну теперь вы свои. По крайней мере, по версии Луны». Хозяин коротко кивнул чайнику, будто давая ему слово. Тот тонко зашипел, потом вздохнул. Пар медленно вытянулся в воздух, сложившись в почти читаемое слово. Лукас подался вперед. «Он живой?» «Не просто живой», – сказал хозяин. «Это Заварыч. Первый дух чая, хранитель настоя и... мой старший напарник». Генри хмыкнул. «А Занебю?» Хозяин посмотрел на них с хитрой полуулыбкой. «Занебю? Это его лунное имя. Так его зовут, когда луна касается пары и начинается ритуал. Но для своих...» Он провел ладонью по пузатому боку чайника, и тот довольно фыркнул. «Для своих он всегда остается Заварычем». «Как кличка?» – уточнил Лукас. «Нет», – хозяин стал вдруг серьезен. «Это имя, которое дает сам настой. Имя, которое нельзя выбрать, только принять». Заварыч на груди завибрировал, выпустил тонкую струйку дыма, будто подтверждая. «И советую обращаться к нему уважительно», – добавил хозяин. «У него характер». «У чайника?» – переспросил Генри. «Боже, Майкл, у нас ведь гости», – всплеснула руками тетя Золя. «Чай? Кофе? Где наши манеры?» «Он у нас лучший кофе в городе варит», – с гордостью добавила Золя. «Пока не докажет обратное». «Да, я уже иду», – встрепенулся Майкл, поспешно поворачиваясь к выходу.
Сейчас все исправлю. Чайник поставлю». Заварыч на груди хозяина вздрогнул, зашипел пронзительно, почти электрически, словно воздух вокруг вскипел в одно мгновение. В комнате запахло медью и едким паром, будто сваркой. «И тресните меня бубном, я же просил!» – резко оборвал его хозяин. Он уже сидел рядом, будто вырос прямо из тумана, воткнув свое ржавое копье в щель между половиц. Все разом обернулись. «Молчать!» – прорычал он низко. В его присутствии других чайников не существует. Он воспринимает это как личное оскорбление. На груди у него Заварыч снова зашипел и сорвался на пронзительный свист, словно зверь в клетке рвался наружу. Хозяин поднял голову, криво усмехнулся и лениво бросил: «Ну вот и все. Чай готов. Никуда ходить не нужно». Заварыч выдохнул, и будто целый лес вырвался наружу. Пряности, мох, еловые нотки и что-то непостижимо дикое, от чего дыхание сбилось мгновенно. «Чай ведь все хотят?» – спросил хозяин. Он уже наливал, даже не дождавшись ответа. Майкл застыл, не зная, что делать дальше. Но тетя Золя спокойно, словно ничего странного не происходило, махнула ему рукой. «Иди на кухню. Делай чай, кофе. Что там у тебя?» Лукас со вздохом потер лоб и буркнул: «А мне, если можно, кроме чая, все же еще просто воды. Холодной». Генри наклонился к нему и прошептал, едва сдерживая улыбку: «Ну вот. А ты боялся этих страшилок из желтой прессы». «Я и сейчас боюсь. Правда, уже не их», – пробормотал профессор. «Ой!» – внезапно пискнул он, зажмурившись и потирая глаза. «Да что ж такое, опять?» Он схватился за нос. Из глаз текло, из носа тоже. Он судорожно шарил по карманам, выуживая измятый платок. «Что-то у вас тут шерстью пахнет. Вы случайно не держите кошек?» Ответ пришел незамедлительно. В коридоре мелькнула кошка, а следом с топотом и воплем ворвался мальчик лет 6-8. Лохматый, в свитере на 2 размера больше, он мчался за ней, размахивая чем-то вроде железной кочерги, и выкрикивал: «Не уйдешь! Я хочу просто поиграть с тобой!» Золя резко подалась вперед и почти на лету схватила его за ворот свитера. «Осторожно, разбойник! Дай ей спокойно пройти!» Мальчик замер, насупился, быстро бросил взгляд на Генри, сжал губы. «Простите, она все время сбегает. Я хотел поиграть». «Как я тебя учила обращаться к старшим?» – перебила Золя строго. Он выпрямился, втянул губу и повторил: «Простите, сэр». «Вот так. И не забывай». «Один из наших», – сказала Золя спокойно, будто объявляла температуру воздуха. «Сын Майкла. Иногда носится, как бес в тапочках, будто вместо каши хлебнул зелье». Она повернулась к Лукасу. «Да, кошки у нас есть. Их тут любят. Штук». Она задумалась, будто считая в уме. 7. Точно есть. Старые стены, старые привычки. «А у меня, между прочим, аллергия», – прохрипел Лукас, вытирая глаза и шмыгая носом. «Подожди», – нахмурился Генри. «У тебя же был попугай». «И он тоже мне жизнь портил», – всхлипнул профессор. «Проклятая пернатая, везде сущая». Он размазывал платком слезы, но не унимался. Семеном звали. Подарок от соседа-академика, который уехал на недельку в отпуск и так не вернулся. А тот из интеллигенции. Не линял, не царапался, но в 4 утра читал лекции по квантовой механике. Громко. Будто прокурор в суде. «Так все же аллергия на попугаев», – уточнил Генри. «Нет», – вскинулся Лукас. «На кошек намного. Биохимические, пушистые, предательские бомбы». «Уверен?» – прищурилась Лили. «Абсолютно. Один раз уснул у знакомой. Проснулся весь в шерсти. Нос забит, глаза текут. Чуть не откинул кони. Он развел руками, голос стал трагичным. А таблетки, как назло, забыл. Хотя, какой к черту дом? Я не помню, когда последний раз вообще там был». Золя резко обернулась и крикнула в сторону коридора. «Майкл!» Из глубины донесся его голос с легким эхом и шумом посуды на фоне. «Да иду я, иду!» Через несколько секунд он появился в проеме, вытирая руки о халат. Щеки красные, от него тянуло кофе, будто прямо из бани вынырнул. «Что нужно?» – спросил он, по привычке оглядываясь по сторонам. «Вот у тебя новый пациент», – Золя кивнула на Лукаса. «Майкл у нас местный лекарь. Профессор с аллергией на кошек. Что-нибудь дашь?» «А, да конечно».
Он кивнул, даже не дослушав до конца, и уже разворачивался. «Ну, профессор, у нас тут все есть. Это же не дыра какая-нибудь. Сейчас что-нибудь найдем». Лукас продолжал размазывать платком под носом, шмыгая и ворча. «Вот увидите. Еще и таблетки окажутся с привкусом кошачьей шерсти». Когда Майкл вернулся, в руках у него была небольшая пластиковая баночка с мутной крышкой. «Вот», – сказал он спокойно, ставя ее перед Лукасом. «Антигистамин. Местного приготовления». Профессор уставился на банку, будто на реликвию. «Сработает быстрее, чем чайник скажет «пшик», – добавил Майкл с легкой улыбкой. «Принимайте, пока вы здесь. По одной в день, и все будет в порядке». «У нее даже названия нет», – заметил Лукас, поворачивая баночку в руке. «У нас названия не пишут», – мягко пояснил Майкл. «Все просто. Мы по вкусу различаем». Лукас нахмурился, почесал переносицу. «А побочные эффекты есть». Майкл взял скрепку с тумбочки, разогнул ее и спокойно ответил. «Есть, но слабые и редкие. Сам алхимик делал». Повисла пауза. Майкл поспешно добавил, отступив на шаг. «Да нет, не тот алхимик. Наш. Местный. У него лавка в центре. Там у него... много всяких чудесных средств. Натуральных, правда? Пропал куда-то недавно. Не видели его смеси с другой, наверное». Лукас продолжал изучать баночку. Таблетки внутри были темно-синие, чуть блестели, как лакированные. Буркнул он. «Ну, хуже уже вряд ли будет». Он закинул таблетку за щеку, запил чаем. Вкус был мятный, но со странным металлическим оттенком, будто жевал медные монеты. Майкл подорвался, скрепка щелкнула в пальцах, и он скрылся в темном коридоре. Золя хихикнула, проводя его взглядом, и тут же повернулась к Лиле. Уже с другой интонацией. Теплой, но внимательной. «Ну что ж, как вы там? Как твой муж, наш сынок? Все у него хорошо?» Лили замялась. Бросила взгляд на Генри и Лукаса, и те все поняли без слов. В комнате повисла тишина. Золя сразу уловила тревогу, лицо ее стало серьезным. «Говори. Не выбирай слов. Не тяни, Лили». «Хорошо». Лили кивнула. «Ваш сын в больнице». «В больнице?» Зуля прикрыла рот ладонью. «Что значит «в больнице»?» «Сейчас он стабилен», – осторожно сказала Лили. «Что значит «стабилен»?» Голос Золи задрожал. «Что с ним?» Лили сжала губы, но наконец выдохнула. «С ним все в порядке». «Ну, почти. Он в коме». «Как в коме?» Золя резко пододвинулась ближе, почти вплотную к Лили. «Почему? Что случилось?» Лили опустила глаза, голос дрогнул. «В него стреляли». «В него стреляли?» Золя закричала так, что стены дрогнули. «Майкл, в твоего брата стреляли». Дверь распахнулась. На пороге возник Майкл с подносом. Чашки дрогнули, кофе едва не расплескался. «Что?» – хрипло выдавил он. Золя повторила уже тише, но отчетливее, словно вбивая каждое слово в воздух. «В твоего брата стреляли». Майкл вошел с подносом, все еще не веря услышанному. Машинально раздал чашки. Только когда поднос опустел, в его взгляде проступила тревога. «Не переживайте», – твердо сказала Лили. «Врачи уверяют, есть все шансы, что с ним будет все в порядке». Генри приподнял бровь, сдвинул плечи. А Лили продолжила, словно торопясь, пока страх не раздавил ее слова. «Это все адвокат и его компашка. Вы же знаете их. И своего сына знаете лучше меня. Он не мог спокойно жить. Кладоискатель чертов. Искатель неприятностей. Он что-то нашел. Здесь, в Крейвен-Бэй. Какой-то артефакт, удачи, что ли. Ну, бред, очередной навязчивой идея. Все как обычно». Она сглотнула и добавила быстрее, почти срываясь. А потом не поделился с кем-то. И дальше все понеслось. Я же говорил ему. Голос у Майкла охрип. Там все с гнильцой. Только хуже сделаешь. Себе. «Адвокат?» – почти шепотом повторил Генри. Он с Лукасом переглянулись и одновременно пожали плечами. Лили перевела дыхание и добавила. Но когда началась стрельба, профессор оказался рядом. И кристалл... Я не знаю, что это за штуковина и как она работает. Но именно он спас жизнь вашему сыну». Золя и Майкл переглянулись. Их лица застыли в неверии. «Какой кристалл?» – выдохнула Золя, теперь почти шепотом. В комнате повисла тишина.
Генри взглянул на Лукаса и негромко сказал: «Вы его с собой взяли? Покажите». Профессор замялся, снял очки, протер их платком, потом осторожно достал из сумки сверток в старой ветше. Развернул. В тусклом свете лампы кристалл вспыхнул мягким голубоватым сиянием. Сначала робко, словно дыхание, потом ярче, и стены дрогнули. А в комнате стало светло, как будто сама Вселенная зажгла в своих ладонях крошечную звезду. Тени на стенах затрепетали, заварыч на груди хозяина тихо зашипел, словно тоже отозвался на свет. И каждый почувствовал. Кристалл будто смотрит сквозь них, у каждого по-своему. Золя поднялась, словно ее втянуло к свету. В лице не восхищение, а удивление, будто вернули старый долг. Все молчали. Лишь профессор, держа кристалл двумя пальцами, чуть приблизил его к центру стола. В этот момент хозяин, сидевший в стороне, медленно поднялся. Он повернул голову к кристаллу, как зверь, учуявший огонь. Рука его непроизвольно потянулась вперед. Не коснуться, а лишь приблизиться, будто хотелось согреться в этом свете. Он склонил голову в коротком, почти церемониальном поклоне и пробормотал: «Ашктулем некаса, доруте алчинха». Звук этих слов ударил как вибрация. Никто не понял. Даже Золя вздрогнула, нахмурилась и прошептала: «Это что-то не из наших мест». И в тот же миг заварыч на его груди зашипел, резко, будто срываясь на крик. Из носика вырвался клуб пара, и на миг в воздухе проявилось слово, будто выцарапанное невидимой рукой. «Ажутера». Буквы дрогнули, распались, и пар мгновенно развеялся, словно боялся, что его успеют прочесть. Генри рванулся вперед, прищурился. «Эй, что это было? Там написано было, да?» Золя ухмыльнулась, отпив вина. «Я вроде знаю, как это перевести, но не уверена». Она сделала паузу, глядя в сторону кристалла. Типа: «Оно уже здесь». Или «Он пришел». И, поджав губы, добавила своим фирменным тоном: «Пока не докажете обратное». Хозяин медленно провел рукой по лбу, задержав пальцы на уродливом шраме. В тот же миг заварыч на его груди зашипел, будто раскрыл глаза. И тут же еле заметное свечение пробежало по древу копья. «Ед, чтоб я забыл, как варить мой чай», — хрипло добавил хозяин. И тяжело опираясь на копье, он снова опустился на место. Майкл, не мигая, вглядывался в сияние, его пальцы дрогнули, и он вытащил из кармана скрепку, начал машинально сгибать и разгибать ее, не отводя глаз от кристалла. Потом поднял руку, медленно, сдержанно. В комнате повисла тишина. «Можно?» – спросил он почти шепотом. Лукас не спешил отдавать. «Только если он тебя примет». «Что?» – в голосе Майкла дрогнула тень усмешки. «Если не понравишься, обожжет», – сказал профессор, глядя на Лили. «У нас один уже проверил». Майкл чуть улыбнулся, но скрепка снова щелкнула в его пальцах. Руку он отдернул. «Думаю, не сегодня», – тихо сказал он и снова сел. Лукас уже тянулся, чтобы свернуть кристалл обратно в тряпье, но вдруг замер. Кристалл на долю секунды померк, не исчез. Но словно моргнул, сбившись в равномерном свете, будто что-то внутри сжалось и отпустило. Профессор нахмурился. Он мигнул. Он склонился ближе, приглядываясь. Потускнел. Такого раньше не было. «Все окей?» Тут же спросила Лили, настороженно глядя на него. Ее голос стал чуть тише. Лукас не сразу ответил. Он смотрел на кристалл, будто пытался уловить внутренний ритм. Потом медленно свернул его в ткань, как будто укладывал что-то ранимое. «Наверное, да», – пробормотал он. «Просто странный отклик. Словно он кого-то вспомнил. Все словно разом сошли с орбиты на землю, протирая глаза от оставшегося сияния. Вы знаете», – пробормотал Генри, сглатывая тишину. «Я сейчас такой голодный, что мог бы съесть. Ну, даже сырой шпинат». Лукас кивнул, будто что-то вспомнил, взял стакан с водой и, не раздумывая, вылил его в горшок с цветком рядом. Майкл приподнял бровь. Генри тоже. «А что?» – пожал плечами профессор. «Я люблю цветы». Он наклонился к растению, прищурился, словно оценивая пациента. По сухим краям хлорофитум, пересушен. Он стойкий, но обидчивый. У мамы таких 3 было. Один раз его забыли полить. Так он сбросил половину листвы. Будто назло. «Вы в этом разбираетесь?» – удивилась Золя. «Мама ботаническим садом заведовала», – пояснил Лукас. «Я с детства в теплицах рос. С людьми у меня не очень, а вот с растениями я с ними на «ты».
Лили хлопнула ладонью по спинке стула. Вроде бы случайно, но Лукас понял и смолк. Генри хмыкнул, отпивая кофе. «Приятно, когда хоть кто-то из нас с кем-то ладит». Лили переглянулась с Генри. И в этот момент в Майкле что-то едва заметно дрогнуло. Его пальцы снова сжали скрепку. Металл тонко щелкнул. Звук вышел сухим, как выстрел. Тишина сгустилась. Лили снова переглянулась с Генри, а Майкл все сгибал и разгибал тонкий кусок металла. Каждый щелчок звучал, как секундная стрелка, отсекающая время в глубине пустых коридоров. В конце он вдруг остановился, будто на мгновение очнулся и молча положил скрепку обратно туда, где взял. Но теперь она уже не была просто согнутой проволокой, на тумбочке остался странный знак. То ли иероглиф, то ли символ, чуждый этому миру. Чуждый и в то же время смутно знакомый. Лили скользнула взглядом по знаку и вздрогнула. Невольно коснулась ладони. Той самой, где когда-то остался тонкий шрам от детских игр в шаманы, почти стершийся временем. На миг ей показалось, будто этот символ уже встречался раньше. Где-то рядом. На старой двери, во сне. В том месте, куда не хочется возвращаться, но которое не отпускает.